take a verse of the Bible нужно взять стих Библии and rewrite it in your own words so that you explain what is in the verse. переписать его своими словами, чтобы вы просто не разъяснили, а просто написали, что в стихе. То есть передали содержание стиха своими словами. Quoting the verse, Это не просто цитирование but you're стиха, telling what's in it. но вам нужно сказать, что в этом стихе. Кратко или можно больше? So, should we make it brief or should we... No, it's not a summary, it's a retelling. То есть, это не подведение итога стиха, не сжатие его в одной фразе, это просто пересказ. То есть, все, что есть в стихе, должно быть пересказано. A really good exercise always. И что является всегда хорошим упражнением? When you go through a passage, Когда вы берете you have a verse. и какой-то там стих you есть, read this verse, прочитайте этот стих. and then rewrite this in your own words. И просто перепишите его своими словами. I will give to him a portion. Я дам ему долю, часть. All right. So who is I and who is him? Кто я? Кому этот я даст? No, when you rewrite this, И когда вы переписываете, Бог даст. therefore God the Father will give to God the Son и вы можете сказать, что поэтому Бог Отец даст Богу Сыну a portion with the great. часть между великими. А кто такие великие? So, who are the great? Wow, that's a question to be Это answered. вопрос, на который надо ответить. Or if Да. you want to say the Lord will give to the servant, Но вы можете сказать, Господь даст слуге. that's certainly the context. То есть здесь вы, очевидно, еще в контексте. Because when you say, I will give to him, I'm not giving anything to anybody. То есть, потому что когда вы говорите, я дам ему, то есть это же не вы даете кому-то. Что с добычей? He'll divide the spoil with the strong. Он будет с сильными делить добычу. Это так и So можно this is going to be, and the сказать. servant will divide the spoils with the strong. Можно сказать, что Да, и он можно делает? сказать, что Well, what he's saying here is делить that добычу сильными. Сейчас. okay, the servant is going to accomplish the plan of God. То есть, что можно сказать, что слуга исполнит план Бога. He's going to satisfy the demands of God's Он righteousness. исполнит требования божественной праведности. And because he is going to bear the sin of many and provide И salvation, поскольку он понес на себе грех многих и дал спасение, therefore there will be a future reward. то будет в будущем награда. Okay, and we have here, we have the strong, we have the great. Мы видим здесь великих, сильных. These are going to be those who ultimately put faith in Christ. Это будут те, кто в конечном счете поверят в Христа. So there's going to be a reward for the servant, И будет таким образом награда для слуги, and God is going to reward him. и Бог вознаградит его. And then the servant is going to share this with others. И также слуга поделится наградой с другими. And he explains why there will be this future reward. И далее объясняется, почему будет эта грядущая награда. Why? Почему? Because he poured out his soul unto death. Поскольку он предал душу свою на смерть. He was numbered with the transgressors. Он был причтен к злодеям. He bore the sin of many, Он понес на себе грех made многих. intercession for the transgressors. И за преступников сделался ходатаем. And Вот so, это пересказ, да? because the servant fulfilled the Father's plan, Поскольку слуга исполнил план Божий, the Lord will give to him Бог даст ему an inheritance, наследие. and he will share that inheritance И он разделит это наследие. because he has accomplished these four things.
поскольку он исполнил вот эти 4 вещи. So this whole song И вся эта песня describes the suffering and the victory of the servant of the Lord. описывает страдания и победу слуги Господнего. It starts out by saying that the servant is going to be exalted, Она начинается с того, что говорит о будущем превознесении слуги, о but его then возвышении. immediately turns into a description of extreme violence. Но потом незамедлительно она переходит к описанию его очень серьезных, суровых страданий. And then we see that mankind is going to reject this servant. И мы увидим дальше, что человечество отвергнет этого слугу. So our sin is put upon him. И наш грех будет возложен на него. We're told that he would suffer this in silence. И нам сказано, что он будет страдать молчаливо. And although the servant is innocent, И даже несмотря на невиновность слуги, he'll die with the wicked, он умрет с нечестивыми, со but злодеями, be buried with the rich. но будет похоронен с богатым, у богатого. And he will die as a substitution И for our sins. он умрет как заместительная жертва за наши грехи. And in this he will please the Father И этим он угодит Отцу, он удовлетворит Отца and fulfill God's plan for и salvation. исполнит Божий план для спасения. But then there will be, we see that death is not the end for the servant, Но мы видим, что эта смерть это еще не конец для слуги, because there will be a resurrection поскольку будет воскресение and there will be reward. и будет награда. Okay, so that is the overview of this song. Это вот такой краткий обзор этой песни. Certainly this song is the clearest presentation of Messiah in the Old Testament. И однозначно эта песня это самое ясное послание о Мессии в Ветхом Завете. And there is frequent reference to this song in the New Testament. И очень часто указывается на эту песню, на этот отрывок в Новом Завете. And also, you'll recall the story from Acts chapter 8. И может быть вы даже вспомните историю из Деяний 8 главы. You have this high-ranking official from Ethiopia. Когда мы видим этого высокопоставленного чиновника из Эфиопии, He has come to Jerusalem, как он приехал в Иерусалим and now he is going back home, и возвращается домой. and he is reading Isaiah 53. И он читает как раз таки 53 главу Исаии. Philip the evangelist ran to him and heard him reading the prophet Isaiah. Филипп евангелист подбегает к нему и слышит, как тот читает пророка Исаию. He said, "Do you understand what you're reading?" А Филипп спрашивает: а ты понимаешь, что читаешь? Well, how can I understand unless someone explains it to me? И эфиоплянин говорит ему: как же я могу понять, если кто-то не объяснит мне? What was he reading? Что он читал в этот момент? 53:6. 53:6. Yeah, well, 53:7, Да, 53:7. 53:8. И So 53:8. he's reading this passage from Isaiah. То есть он читает вот этот отрывок из Исаии. And so the eunuch said, who's the prophet talking about? Is he talking about himself or someone else? И Евнух спрашивает: о ком пророк здесь говорит, о себе или о ком-то другом? And Philip opened his mouth and beginning at this scripture preached Jesus. И Филипп отверз уста свои и начал от этого места Писания благовествовать ему об Иисусе. So without a doubt the servant songs in Isaiah are about Jesus. И поэтому без всяких сомнений вот эти песни слуги в книге Исаии говорят нам об Иисусе. So
The first strophe И первая строфа is humiliation and exaltation. говорит о унижении и возвышении, прославлении слуги. Second strophe Вторая строфа is experience of rejection. это его отвержение. Опыт отвержения. Third strophe Третья строфа is substitutionary suffering. его заместительные страдания. The fourth Четвертое is sacrificial death. его жертвенная смерть. And then five is work of propitiation. И в пятой строфе мы видим его труд умилостивления, His resurrection его воскресение из мертвых reward. и награда. Let's go through this. И давайте пройдемся через это. So in the first strophe, God declares that His servant will act wisely. И в первой строфе Бог провозглашает, что его раб будет благоуспешен, что будет поступать мудро, And his action will gain him a position of glory. и что его действия приведут его к высокому, славному положению. But the servant will suffer, Но слуга будет страдать, and his suffering will eventually gain the attention of world rulers. и его страдания даже привлекут внимание мировых правителей. The servant will be disfigured, but in the end, he will save many. Слуга будет обезображен, но в конце концов спасет многих. All right, verse 13, the first verse, 13, первый стих, he says, "Behold," говорит «вот», emphasizes an idea to call attention to something. и вот это слово «вот», оно подчеркивает, что вот сейчас Бог пытается привлечь наше внимание к чему-то. My servant, Вот раб he мой, is the one who is going to be given a commission to accomplish a task. именно ему будет дано задание совершить этот труд. And so, as a servant, he is going to act on behalf of another. И будучи слугой, он будет действовать в интересах другого. All right, my servant will deal prudently. И сказано, что раб мой будет благоуспешен, да, или будет поступать благоразумно, будет преуспевать в современном. Now, this word means to get wisdom, to gain understanding. Вот это слово, да, будет благоуспешен, буквально подразумевает, получит мудрость, будет получит He needs to понимание. have a capacity for understanding. У него будет способность понимать вещи какие-то. And the idea here is that one arrives at this point by receiving teaching. И что идея в том, что придет некто, кто примет учение, стане розумно робити, да, мільйони. So the implication here is that he is going to act with such intelligence that he is able to accomplish his objectives. И идея в том, что слуга будет поступать настолько разумно, что он сможет достичь поставленной ему задачи, поставленную цель. So he's a servant, but he has skill in applying truth to his situation. Он слуга, но он может применить истину к своей ситуации. У него есть этот навык. Now this servant, even though he is a servant, which we would consider a lowly position, И вот этот раб, хотя он как бы раб, слуга, и мы считаем это таким более низким положением, he will be exalted, extolled, and very high. мы видим, что он возвысится, вознесется и возвеличится.
Wow, what a contrast. You have a servant, but he is Какой going to be exalted. контраст. Он вроде бы раб, но он возвысится так сильно. Now, this is an amazing statement. И это потрясающее утверждение. And that is because the words exalted and extolled И это по той причине, что вот эти слова «возвысится» и «вознесется» are the same words used in chapter 6 это те же слова, которые используются в 6 главе for the Lord. для описания Господа. I saw the Lord «Я видел Господа, high and lifted up. сидящего на престоле высоком и превознесенном». It doesn't get any higher than that. Выше некуда. And these same words are used for the servant. И те же самые слова «возвысится» и «вознесется» используются для обозначения раба. So he's going to be exalted. That means he's going to be put in a position of honor. Он будет возвышен, он будет поставлен на почетное положение, When he is extolled, где он возвеличен, he's going to be given great respect and honor. где ему дается величайший почет и уважение. He's going to have the highest status. У него будет самый высокий статус. And he is going to be very high. И он будет поставлен очень высоко. So it means high in elevation, И высоко возвышен. but it means to give someone a very high status. Речь о очень высоком статусе. Здесь идет. So he's a servant, but he is going to use great wisdom. Итак, он раб, но он будет использовать по максимуму мудрость. As a result of this, he is going to be elevated to the highest position. И в результате этого будет возвышен на самое высокое положение. This reminds us of Philippians chapter 2, И это напоминает мне о Филиппийцам 2 главе, where the Lord Jesus Christ is going to be exalted. где сказано, что Господь Иисус Христос будет превознесен. Wherefore also God has highly exalted him. Посему и Бог превознес его. And has given him the name which is above every name. И дал ему имя выше всякого имени, That at the name of Jesus every knee should bow. дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. All right, why is he so exalted? Почему он так превознесен? Because he poured out his soul unto death. Поскольку он смирил себя, он душу отдал свою на смерть. Even the death of the cross. Да, был послушен до смерти и даже до смерти крестной. So he's going to be exalted and extolled and be very high. Итак, он будет возвышен, вознесен, возвеличен. Now in verse 14 of Isaiah 52 we И вот- have a comparison. 14 стих 52 главы Исаии мы видим сравнение. Okay, is that what you have here when it says Yak and Saki? Is that comparison? А, 52 Яка, 50, 14 начинается Як, 52, 15 начинается Так. То есть сравнение между двумя стихами. we don't see clear comparison here. Вопрос сравнения или противостояния? So it could be more like when contrasting, it looks more like contrasting, but it's not, we don't have the clear conjunction that shows Okay, either. well, let's look at it. Давайте посмотрим. When it says just, that's going to set up a comparison. Ну вот в английском вот как многие изумлялись, да, Okay, here you've got, in verse 14, и в стихе 14 Yak and Yak, and then in verse 15, и далее в стихе 15. does Как that- многие does that show you a изумлялись. contrast? Ага, yeah, we have here the contrast. Okay. Context. Как So- многие изумлялись, так многие народы. There's going to be a comparison.
there's going to be this humiliation. Здесь мы видим вот это сравнение, с одной стороны, уничижение, But yet there's going to be exaltation. но в 14 стихе, но с другой стороны мы видим возвышение, превознесение в 15. Okay? Now, one of the things that would be good for you to do to help you better understand this whole song, И для того, чтобы лучше понять вот всю эту песню, write out these 15 verses то очень здорово для вас будет записать все эти 15 стихов and highlight every pronoun. и подчеркнуть все местоимения. Yeah, this is a wonderful exercise, and Это I прекрасное think it will really упражнение. help you to see some things in this passage. Я думаю, оно поможет вам увидеть многие вещи в этом отрывке. Okay, so here we have, И вот мы видим здесь, many were astonished at you. многие изумлялись, глядя на тебя. I guess that's his. Мгм. Okay. His face was... Yeah. Мгм. Who is you? Глядя на тебя, it's the servant, Да. Христос. Christ. Well, then who is he? Но на всякого человека лик его, и вид его. Уже он, The- уже раб. Also the servant. Really? Да? You would get that А from, почему нет? Why not? okay, many were astonished at you. Многие изумлялись тебе. So the appearance of him, Столько было обезображен через всякого человека лик его. why doesn't it say the appearance of you, your appearance? Почему не сказать, лицо твое было обезображено? Let's go back here. Ну давайте вернемся. When he says, wolf, Когда говорится вот, who's he talking to? о ком он говорит? К кому он обращается нас? To people, to the prophet. Нет, людям через пророка. God addresses people through the prophet. Да. Oh, he's addressing people. Ага, он обращается к народу. Израиль. To Israel. Yes, Да, да, yes. да. Now, he says, look at my servant. И он говорит, да, вот, посмотрите на моего раба. All right. He's going to deal prudently. Он будет поступать He will благоразумно. be exalted. Он будет He возвыситься, will be вознесется, extolled. Возвеличится. He will be very high. Он будет поставлен весьма высоко. He. Он. Yes? Да? Fine. Now, Хорошо. Как Нина учила в каждом глаголе ставить местоимение. many were astonished at you. Как многие изумлялись, смотря на тебя. А? Это на Израиле. So his visage, his face, То есть его лицо и его вид. Ну, Христа тогда получается. So, Когда смотрели на his should be Christ. yes, Да, that's what it's talking about, the servant. да, вот о ком мы говорим, да, когда говорим его, о слуге. But when he says many were amazed at Но you, когда говорится, что многие изумлялись тебе, Народ что ли? so the Да, people, the Израиль. nation, yes. Ну, это Бог, да, да? Ну, Нет, что, ну народ, Израиль. На народ. Обращение к народу. Look, here's what's going to happen. вот что случится. Ничего себе. God has said, I'm going to come in, I'm going to destroy this nation. Бог сказал, я приду, я уничтожу этот народ. People are going to go through this land and they are going to be amazed И люди будут проходить через эту at the землю destruction, и будут потрясены разрушением. how this wonderful land is now devastated. Будут потрясены тем, как эта прекрасная некогда земля теперь опустошена. Right? Да? He said, just as many were astonished at you,
И он говорит, как многие изумлялись тебе, So something is going to happen to my servant. также что-то случится с моим слугой. Many were astonished. Итак, многие изумлялись. What does your word mean? Were amazed. They were amazed, yeah, but the idea here is they were shocked. Но вот это слово «изумлялись», оно буквально несет смысл шока, какого-то вот такого Because you see something that's horrible. шока от увиденного ужаса, потому что вы увидите что-то жуткое. People are going to be shocked when they look at Israel. Другие народы будут шокированы, глядя на Израиль. In chapter 49, he was talking about your waste and desolate places, the land of destruction. В 49 главе говорится о развалинах, о разоренной земле. So that they're shocked at you. То есть они будут изумляться тебе. But he said, so his appearance, his yeah, is that what you have? His appearance? Yes, like his face or his... Yeah, there is an old word there. Yeah, okay. Mhm. It says it was marred, it was disfigured. Да, то есть и сказано, что его лик будет обезображен. Да, обезображено было его So лицо. there's going to be a great disfigurement of the Messiah. То есть Мессия будет серьезно обезображен. And his form more than the sons of men. И вид его будет обезображен больше сынов человеческих. Do you have form here? Yes. Yeah, that's going to be a reference to his body. Ну и вид — это указание на его тело. So he's saying that's going to be disfigured. И сказано, что тело его также будет обезображено. Well, it's talking about his face and his body. Но здесь говорится буквально о его лице и его теле. We know that he was horribly beaten. Мы знаем, что Иисус в день распятия был жутко избит. He was not only whipped И не только избит бичом, on the back with a Roman scourge. избит по спине римским бичом. We're also told that he was punched repeatedly. Мы также видим, что его многократно били в лицо. We know that they pulled the beard out of his Мы face. знаем, что они вырывали бороду из его лица. So I believe that there is a literal fulfillment of this. И я думаю, что таким образом буквально исполнились вот эти слова в 14 стихе. Certainly other people would have been more disfigured or certainly suffered more. Ну, конечно же, были люди, которые были и сильнее, может быть, избиты, может быть, и больше страдали. The Hebrew text here Еврейский текст здесь says, out from the sons of Adam. говорит, что вот, больше сынов Адама. Okay? See right here? Can you see that? Видите? Right there? И вид его от сынов Адама. We have Видите, вот здесь на еврейском preposition here, men, which means out from. И вот слово, здесь предлог man означает буквально из, от. Then we have Ben Adam. Потом бен Адам. In verse 15, И в стихе 15. as a result of his great suffering, Как результат его великих страданий, it says he will sprinkle many nations. сказано, что он окропит многие народы. What is your word here? He will amaze many Amazed? nations. No, terrible. Да, но вот эта фраза приведет в изумление множество народов, она ужасно переводит. В украинском суде тоже издобули. Yeah, it's... This is the word Вот это слово to sprinkle. буквально означает окропить.
the same word that is used for the sprinkling of blood То же слово, которое используется для окропления кровью. in Leviticus 14 and В 16. Левит 14, 16 главе. And in Numbers 8:7. И также в числах 8-7. This is what you shall do to cleanse them. Sprinkle water of purification on them. Вот что нужно делать, да, чтобы очистить. Окропи их очистительную водой. You have the word sprinkle here? Yes. Okay. So that's the word that's found here in Isaiah 15. И вот это то слово, которое мы здесь находим в 52:15. And so this is saying that he's going to sprinkle many nations. Здесь говорится, что Мессия окропит многие народы. And because of the sacrifice of Christ, now we can tell many nations that forgiveness and salvation are offered freely to all. И благодаря страданиям и смерти Мессии мы теперь можем сказать многим народам, что спасение доступно для всех. In Isaiah 52:15. Исаия 52:15. So the idea of sprinkling here is spiritual cleansing. И здесь вот окропление несет за собой идею духовного очищения. And it will not be confined simply to Israel, И оно не ограничится только Израилем, but many nations. но многими народами. Now it says kings will shut their mouths at him. И сказано дальше, что цари закроют перед ним уста свои. Why? Почему? Well, for one thing, they'll be amazed. С одной стороны, они будут изумлены, But the other thing is because they won't have any justification if they reject him. но с другой стороны, у них не будет никакого оправдания, когда они его отвергнут. What had not been told them, they shall see. Ибо они увидят то, что не было говорено им. Romans 15:20. А также Римлянам 15:20. I've made it my aim to preach the gospel where Christ was not named. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя In Христово. other words, they haven't heard it, Иными словами, что они еще не слышали об этом. but they will hear it when he goes to preach. Но они услышат о Христе, когда Павел пойдет проповедовать. As it is written, to whom he was not announced, they shall see. Но, как написано, не имевшие о нем известия видят, Those who have not heard shall и не understand. слышавшие узнают. Where does he get this quotation? Откуда Павел взял эту цитату? From Isaiah. Our very verse. Это тот самый наш стих 52:15. So here we see the understanding. И здесь мы видим вот это понимание. He says, I'm going to preach Christ where they haven't heard about him. Павел говорит, я буду проповедовать Христа там, где о нем раньше не слышали.